Лондон is the capital of Great Britain. Сколько раз вы произносили эту фразу в школе? А сколько раз вы ее в школе слышали? А сколько раз вы летали над Лондоном? Сегодня мы это исправим. Вы также узнаете, какую часть города британский монарх не может посетить без специального разрешения, благодаря кому монархия еще не пала, и какое учебное заведение, обучающее топ-менеджеров мировых корпораций, возглавляет гражданин России. Заинтриговал? Тогда усаживайтесь поудобнее, полетели. И нас встречает Лондон-Сити аэропорт. Он находится в 10 минутах езды от центра Лондона. Некогда инженерный абсурд, который стал реальностью. Аэропорт в черте города, вокруг которого офисы, жилые дома и вода. Сюда летают только большие лайнеры. Например, British Airways использует специальный аэробус А320 с укороченным взлетом. Из-за короткой полосы, которая всего 1,5 километра, и плотной застройки, пилоты резко снижаются под углом 5,5 градусов. Обычно глиссада составляет 3 градуса. Из-за такой сложной посадки пилоты проходят отдельную сертификацию для полетов в этот аэропорт. Пассажиры даже шутят, что это американские горки. Иногда кажется, что самолет вот-вот зацепит крышу офиса. British Airlines даже сняла рекламу, где стюардесса говорит: «Не волнуйтесь, это не авария. Мы просто садимся в Лондон-Сити». Его открыли в 1987 году изначально как нишевой проект для бизнес-клиентов. Тогда это казалось почти авантюрой. Но Лондон рос, мир ускорялся, и аэропорт оказался в нужное время в нужном месте. Этот аэропорт хоть и небольшой, но очень важный для деловых людей. А слева от нас барьер Темзы. Массивная конструкция, похожая на металлических китов, лежащих поперек реки. Этот огромный подвижной заслон – один из крупнейших в мире, задача которого – перекрывать Темзу в случае экстренного подъема уровня воды. Причины могут быть разные – ливни, шторма, циклоны в Северном море. И с каждым годом их становится все больше и больше. Климат меняется, уровень моря растет, а Лондон – город низкий, особенно с восточной его стороны. Инженерная суть проста. 10 подвижных створок поднимаются из воды и перекрывают течение. Открываются, когда все спокойно, закрываются, когда шторм. Говорят, барьер спроектирован так, чтобы работать до 2070 года. Но уже сегодня проектируют новые системы, потому что экстремальная погода становится уже нормой. Сейчас перед нами О2-арена. С воздуха она напоминает инопланетный объект, а с земли гигантский шатер. Официально О2-арена. Изначально это здание называлось по-другому – Millennium Дом. Его открыли в 1999 году. Британия тогда встречала Millennium. Новый век, новую эру, новые надежды. В 2000 году здесь прошла выставка Millennium Experience. Странная, не слишком популярная попытка подвести итоги века и заглянуть в будущее. Выставка закрылась через год, купол остался и превратился в проблему. А потом его перезапустили. В 2005 году права на арену выкупила телекоммуникационная компания О2. Отсюда и новое название. С тех пор это универсальный развлекательный центр. Концерты, спортивные мероприятия, рестораны, кинотеатры, магазины, интерактивные музеи. Здесь выступали Принц, U2, Beyonce, The Rolling Stones и почти все, кто имеет значение в поп-культуре последних 20 лет. Интересный факт. Купол не просто декоративный элемент. Его диаметр более 300 метров, высота 52 метра. И все это держится на 12 желтых опорах, символизирующих 12 месяцев или 12 часов циферблата. Да, здание было спроектировано как метафора времени, и это не случайно. Все-таки Гринвич, куда мы с вами сейчас и направляемся. Вы сейчас смотрите на Гринвич-парк. Место, где встречается история, власть, наука и природа. Это точка отсчета во всех смыслах. Здесь проходит нулевой меридиан. Да, тот самый. Он делит планету на восток и запад, и именно отсюда начинается всемирное координированное время UTC. До 1880 года у каждой державы была своя система координат. Франция ориентировалась на Париж, Россия на Пулково, а Англия на Гринвич. Логика была простая. Моя страна – мой меридиан. Но потом все же решили договориться, и на международной конференции в Вашингтоне большинством голосов приняли нулевой меридиан в Гринвиче. Почему именно здесь? Причина прозаична. Британская империя была ведущей морской державой, а карта британского адмиралтейства – самыми точными. Мир просто принял этот стандарт. Как видите, Гринвич-парк – это точка, где прошлое встречается с настоящим, а Запад с Востоком. И здесь можно стоять одной ногой в восточном полушарии, а другой в западном. А сейчас перед нами Isle of Dogs. Этот район, который когда-то считался окраиной, а сегодня стал символом лондонского финансового будущего – Собачий остров. Название звучит странно и до конца не ясно, откуда оно пошло. Одни говорят, тут держали королевских гончих, другие, что здесь просто было много собак. Но, на мой взгляд, самый правдоподобный вариант – это название пошло от насмешливого прозвища острова «собак-предателей».
В XV веке тут жили неугодные королю аристократы. До середины XX века это район портов, складов, угля и канатов. Восточные доки крупнейшие в мире на тот момент. Место, где разгружали суда со всего света. Африка, Азия, Америка – все сходило здесь. Это был рабочий район, грязный и шумный. Индустриальный район, который не показывали туристам, стыдились и считали позором. Но все изменилось в 70-е. Порты стали убыточными, перевозка контейнерами вытеснила старую логистику, доки закрыли, люди уехали, остров начал умирать. И в 80-е премьер-министр Маргарет Тэтчер запускает London Dockland Development Corporation, агентство по обновлению бывших портовых территорий. И на Isle of Dogs приходит новое слово – Canary Wharf. Теперь это второй финансовый центр Лондона. Здесь работают банки, корпорации, стартапы. Здесь стальные башни, стеклянные фасады, ровные газоны. Здесь Макдональдс и веганское бистро стоят в одном ряду. Все идеально. Даже слишком. Это был позор Лондона. Сейчас это второй финансовый центр после Сити. Контраст чувствуется особенно сильно, если спуститься на пару улиц вниз к старым жилым кварталам острова. Там еще осталась старая добрая рабочая Англия. Паб с видом на реку, кирпичные дома, белье на веревках. Ощущение, что две эпохи живут на одном клочке земли. Друзья, это был Isle of Dogs, район, где гавкала империя, а теперь жужжит капитал. А мы с вами направляемся в центр Лондона. И сейчас вы увидите один из самых фотографируемых объектов Великобритании. Все его видели, многие проходили по нему, но почти никто не знает, как он работает. Это Тауэр-Бридж. Тауэрский мост. Есть легендарная история 1952 года про мост, который до сих пор рассказывают в лондонских пабах. Мост начал разводиться, когда по нему ехал двухэтажный автобус. Водитель не растерялся, дал газу и перепрыгнул створки, которые начали уже подниматься. И благополучно приземлился на другой стороне. Герой, его наградили аж целым 5-дневным отпуском. А в 1912 году летчик-первопроходец Фрэнк Маклин решил устроить воздушное шоу и пролетел на биплане прямо между башнями моста. Парящий над Темзой фанерный самолет, внизу офигевшие лондонцы, прямо как мы сейчас с вами это сделали. И мало кто знает, что изначально мост был окрашен в шоколадно-коричневый цвет. Так модно было в викторианскую эпоху. Такое джентльменское название цвета детской неожиданности. Но в 1977 году к серебряному юбилею Елизаветы II его торжественно перекрасили в сине-бело-красный. С тех пор этот стиль так и сохраняется. Смотрите, это лондонский Тауэр. Здесь хранятся драгоценности британской короны в специально охраняемой части. Короны, державы, скипетры, мечи, огромный алмаз Кулинан, имперская корона, шапка для коронации и мантии. Там же корона, которую надевали на похоронах королевы Елизаветы II, и новая, Карла II. Здесь казнили двух жен Генриха VII, Анну Болейн и Кэтрин Говард. Здесь же держали в заточении Елизавету I, принцессу, которая потом стала королевой. Одна из самых странных и магических историй связана с воронами. Считается, что если вороны покинут Тауэр, рухнет империя. И в 1944 году почти все вороны погибли. Остался один гриб. Премьер-министр Уинстон Черчилль срочно распорядился: немедленно завозите новых воронов. Стране нужна надежда. С тех пор здесь живут как минимум 6, плюс один запасной. Кстати, если ворон ведет себя плохо, например, ворует еду у туристов, как это делал Мерлин, его официально увольняют. Серьезно. Если Лондон – это живой организм, то Сити – это его мозг. И не просто мозг, а тот самый участок, который отвечает за деньги, власть и очень старые секреты. Сити – мировой финансовый центр. Очень интересный факт, друзья. Сити с конца 15 века наделен правами отдельного города, и у него есть правительство, 12 управляющих, собственная полиция, которая не подчиняется Скотланд-Ярду, а также свой мэр и флаг. Монарх не может въехать на территорию Сити без разрешения лорда-мэра, а лорд-мэр раз в год устраивает свой парад, который проводится аж с 15 века. Здесь свои древние гильдии, которые живут по уставам еще со времен рыцарей, и здесь до сих пор действует закон, который обязывает таксистов знать все 25 тысяч улиц Лондона наизусть, включая тупики. А слева от нас The Shard, в переводе «осколок». Высота 310 метров делала его самым высоким зданием Великобритании и Европы до появления небоскребов Москва-Сити и Лахта-центра. Идея формы пришла архитектору Пиано, когда он увидел на столе осколок стекла. Отсюда и название. Строили Шард в буквальном смысле поверх работающего вокзала Лондон-Бридж. На вершине нет острого конца. Здание обрывается и растворяется прямо в небе. Когда проект показали общественности, критики сказали: «Это стеклянный кинжал в сердце старого Лондона». Даже королевский архитектор назвал его прыщом.
Но строительство все же началось в 2009 году, и когда в 2012 шарт открылся, даже скептики признали: да это не прыщ, это архитектурный манифест. А справа собор Святого Павла, архитектурный символ британского упрямства, вечной реконструкции и национального характера. Строили его 35 лет, закончили в 1710 году. Он получил самый высокий купол в мире на тот момент, до постройки базилики Святого Петра в Риме. В нем есть галерея шепота. Если прошептать слово у одной стены, то его услышат у другой. Туристы развлекаются, а гиды мучаются. Тут похоронены лорды, герои, адмиралы и сам Кристофер, архитектор. На его надгробии лаконичная надпись: «Если ищешь памятник, смотри вокруг». Во время Второй мировой войны собор стал символом стойкости. Однажды в него попала бомба, но не взорвалась. Купол остался на месте и попал на обложки всех газет мира. Собор Святого Павла – это монумент нации, где англиканская строгость сочетается с романтикой туристических фотографий. Он не кричит со своим величием. Он просто там стоит и уже 4 столетия смотрит на Лондон сверху вниз. А слева мы наблюдаем лондонский глаз – одно из самых узнаваемых сооружений города и, пожалуй, его самая мирная смотровая площадка. Идея поставить огромное колесо обозрения прямо напротив Вестминстерского дворца родилась к миллениуму. Лондон хотел подарить себе что-то масштабное и современное. Изначально колесо задумывалось как временное, на 5 лет. Но оно так понравилось и лондонцам, и туристам, что демонтировать его не стали. Сейчас это уже классика, как Биг Бен или двухэтажный автобус. А вот и знаменитый Биг Бен, символ, который на самом деле не совсем Биг Бен. Если спросить у туриста, где находится Биг Бен, он покажет на высокую башню с часами в центре Лондона и будет частично прав. Потому что Биг Бен – это не башня и даже не часы. Это колокол внутри башни. Башня же официально называется Элизабет Тауэр в честь королевы Елизаветы II. И это имя башня получила только в 2012 году. До этого называлась просто Клок Тауэр. А теперь про Вестминстерский дворец. Один из самых больших парламентских комплексов в мире. Более 1000 комнат, 100 лестниц и 4 километра коридоров. В 1941 году во время бомбардировки был разрушен зал Палаты общин. Его восстановили после войны, но сделали чуть меньше, чтобы депутаты чувствовали себя тесно. Символ того, что парламент не должен быть слишком комфортным. Расскажите некоторым парламентариям. Между прочим, в парламенте официально работает кот по имени Ларри. Его должность звучит как главный ловец мышей. У него есть собственная пресс-служба в Твиттере и биография на сайте правительства. А еще в Вестминстерском дворце нельзя умирать. Причина проста. Если кто-то там умрет, то он автоматически получает право на государственные похороны. Накладно для казны. А вот и Вестминстерское аббатство, которое сочетает в себе святость, политическую значимость и туристический ажиотаж. Это главная церемониальная сцена Британии. Первая церковь на этом месте появилась еще в X веке при святом Эдуарде Исповеднике. В XIII-XIV веках ее построили в готическом стиле, который мы сейчас с вами наблюдаем. И вот уже почти 1000 лет здесь проходит коронация британских монархов. Первым был Вильгельм Завоеватель в 1066 году, а последняя коронация на данный момент прошла Карла II в 2023. А сейчас перед нами правительственный квартал. Здесь плотной застройкой 18-19 века расположены здания, откуда управляют страной. Парламент, где шумят дебаты, Даунинг-стрит 10, резиденция премьер-министра, главный финансовый штаб страны, Министерство иностранных дел и Министерство обороны. Улица закрыта для публики с 1989 года после серии угроз. В доме номер 10 находится огромная коллекция произведений искусства, поэтому на стенах регулярно меняются картины. А еще в здании есть винный погреб, который используют для официальных приемов и государственных мероприятий. Сейчас мы с вами смотрим на Трафальгарскую площадь. В центре внимания колонна Нельсона, увенчанная адмиралом. Эту площадь построили в 40-х годах XIX века на месте королевских конюшен. Назвали в честь победы британского флота над Наполеоном в битве при Трафальгаре. На площади можно найти таблички с расстояниями от площади до других столиц мира. Это любимое место для селфи-туристов, особенно из далеких стран. А с 1947 года Осло каждый декабрь присылает сюда ель в знак благодарности Британии за помощь во Второй мировой войне. А вот и Скотланд-Ярд, главный офис полиции Лондона, основанный в 1829 году сэром Робертом Пилом, человеком, который фактически и придумал современную полицию. Интересные факты. В XIX веке Скотланд-Ярд вел первые патрули на велосипедах.
Тогда это казалось настоящим прорывом. Многие реальные детективы Скотланд-Ярда носили характерные плащи и шляпы, что позже стало визитной карточкой сыщиков в литературе и кино. Вот и Букингемский дворец. Началось все в 1703 году, когда герцог Бекингем построил себе уютный особняк, а чуть позже король Георг II решил, что дом слишком хорош, чтобы в нем не поселился монарх, и выкупил его для жены Шарлотты. А вот настоящим дворцом он стал при короле Георгии IV. Позже королева Виктория сделала его главной королевской резиденцией в 1837 году. Но это не только главная лондонская резиденция монарха, она же еще и его рабочее место. Тут проходят государственные приемы, встречи с министрами и награждения. Дворец открыт для публики всего пару месяцев в году, когда король уезжает на отдых в Шотландию. Когда король или королева находятся во дворце, флаг, развивающийся над зданием, это королевский штандарт. А если же вы видите флаг страны Union Jack, это означает, что короля или королевы там нет. Забавные факты. В 1982 году во дворец пробрался мужчина по имени Майкл Фейган. Он прошел мимо охраны, зашел в комнату королевы и даже пообщался с ней. А в 2016 году на газоне дворца впервые устроили показ мод с подиумом, моделями и фотографами. И еще о курьезах в правительстве Великобритании вам расскажу. Забавно, но иногда между министерствами происходят стычки. Так, в 2016 году уже известный нам кот Ларри и кот Палмерстон из Министерства иностранных дел устроили драку прямо на глазах у журналистов. Видео стало вирусным, но на камеру никто из участников так и не извинился. А сейчас мы с вами увидим мемориал принца Альберта. Это символ не только викторианской любви, это целая энциклопедия 19 века, где каждый элемент рассказывает о том, чем гордилась Британия и за что Виктория так любила своего мужа. У основания 4 группы скульптур, представляющие части света. Африка с верблюдом, Азия с боевым слоном, Европа с быком и Америка с бизоном. И еще 169 фигур по периметру. Художники, архитекторы, музыканты, писатели и ученые. Там можно найти Шекспира, Рафаэля, Гомера, Галилея, Баха. А вот посмотрите на Кенсингтонский дворец. Это уютная королевская коммуналка в центре Лондона. Построен он был в 15 веке как обычный загородный дом для графа Ноттингема. Но потом новоиспеченные монархи Вильгельм II и Мария II решили, что жить в сыром Вестминстере вредно для здоровья, и купили его. С тех пор дворец превратился в тихое пристанище для королей, королев и позже многочисленных принцев и принцесс. Сегодня в Кенсингтоне живут Уильям и Кэтрин Уэльские и еще несколько членов королевской семьи. Фраза «Hello, общежитие слушает» как нельзя актуальна. Дворец считается дружелюбным к соседям, и в отличие от Букингемского, здесь можно жить буквально через дорогу от монархов. А может и правда? Какой-нибудь пакистанский торговец с коврами заходит в шлепанцах и говорит: «Эй, Вильям, одолжи перфоратор, я тебе рахат люкума принес». А вот это Гайд-парк, зеленый центр Лондона, где спорят, бегают и пьют кофе. Самый известный уголок парка – это Спикер Кона. Тут с середины 9 века любой желающий может встать на ящик и говорить о чем угодно. О политике, о смысле жизни или о том, почему чай с молоком – это кулинарное преступление. Выступали здесь и Джордж Оруэлл, и Карл Маркс, и даже Владимир Ленин. Забавные факты. В 19 веке здесь проводили автомобильные гонки. Лебеди и утки, которые живут в парке, официально принадлежат монарху. А сейчас вы смотрите на Бетти Тауэр, секретную башню, которой не существует. Нет, я не прикалываюсь и не оговорился. До 1993 года ее официально нельзя было упоминать ни в каких документах, потому что она относилась к объектам критической инфраструктуры. В парламенте в ответ на все запросы депутатов просто писали «нет данных». При этом ее изображали на открытках, она торчала над городом, а в ресторане ужинали сотни людей в день. А есть в Лондоне здание, куда можно попасть абсолютно бесплатно и при этом увидеть сразу несколько цивилизаций. Это Британский музей, место, где на 3 этажах уместились тысячелетия человеческой истории. Основан музей был в конце 18 века, когда коллекционер сэр Ханс Слоун завещал государству более 70 тысяч предметов. В 18-19 веках Британская империя расширялась, и вместе с территориями в Лондон прибывали артефакты. Иногда в рамках археологических экспедиций, а иногда, скажем так, в более динамических обстоятельствах. Это самый посещаемый музей Британии. Ежегодно сюда приходит более 6 миллионов человек. В 2023 году выяснилось, что из фондов пропали сотни экспонатов. Часть из них потом нашли на eBay. И забавный момент. В 2018 году турист из США спросил у сотрудника: «А где у вас здесь хранятся экспонаты про Великобританию?» Ответ был коротким в британском стиле: «В других музеях».
сэр. А сейчас я расскажу вам про заведение, которое с 2024 года возглавляет гражданин России. Это Лондонская школа бизнеса. London Business School. Одна из топовых бизнес-школ мира в самом сердце Лондона. Если хотите попасть в элиту мирового бизнеса, вам сюда. Основана она в 1964 году при Лондонском университете. Готовит мировую элиту глобализации для корпораций. И, сами догадываетесь для чего. Здесь учатся студенты из более чем 130 стран мира. Выпускники Лондонской школы бизнеса работают в таких компаниях, как Google, McKinsey, Goldman Sachs, BlackRock и так далее. Школа регулярно входит в топ-5 бизнес-школ мира по версии Financial Times. ФИО россиянина, который возглавляет эту школу, я называть не буду. Вы сами погуглите. Иначе пришлось бы вставлять мантру про «признан тем-то, там-то». Не хочу. А это Винфилд Хаус. Этот особняк был построен в 1937 году для Барбары Хаттон, наследницы магазина империи Уолварта. После своего развода в 1945 году она подарила особняк Америке, и теперь тут располагается резиденция американского посла. Сад Винфилд Хаус, находящийся на территории парка, одно из немногих частных владений Лондона и второй по величине частный сад британской столицы после Букингемского дворца. А это Лондонская центральная мечеть, главный исламский центр Британии. Еще в 1940 году король Георг VI подарил мусульманской общине Лондона участок земли в благодарность, что в Каире британцам позволили построить англиканскую церковь. Но только в 70-е годы мечеть реально построили. В 1974 году открытие мечети посетил король Саудовской Аравии, а во время Рамадана здесь готовят бесплатный ифтар даже не для мусульман. А сейчас вы увидите дом, адрес которого знает каждый. 221-Б по Бейкер-стрит. Дом Шерлока Холмса. Культовое место, где живет легенда. Смотрите, сейчас тут музей, почтовый ящик которого до сих пор принимает письма фанатов с просьбами о расследованиях. Адрес 221-Б стал настолько знаменитым, что долгое время вызывал споры, кто же владеет этим номером – музей или соседнее здание. Сейчас этот вопрос улажен, и музей официально признан владельцем. А сейчас мы с вами быстренько переместимся к стадиону Уэмбли, после чего совершим посадку в международном аэропорту Хитроу. Стадион Уэмбли – сердце английского футбола и концертных легенд. Первый Уэмбли открылся в 1923 году и сразу стал культовым местом. Тогда он назывался Имперским стадионом. А в 2007 году старый стадион был полностью перестроен уже как ультрасовременное сооружение. Теперь это арена с вместимостью около 90 тысяч зрителей с фирменной аркой высотой 134 метра, которая стала символом Лондона. Здесь проходят матчи сборной Англии по футболу, финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА. Именно на Уэмбли проходят самые ответственные игры, концерты мировых звезд и другие культурные мероприятия. Интересные факты. Во время реконструкции арка Уэмбли стала самой высокой в мире у стадионов и теперь используется для подвески оборудования. Уэмбли оснащен одной из лучших звуковых систем и технологий показа, чтобы болельщики, зрители получали максимум впечатлений. А еще забавный факт. Там произошла сцена, которую лондонцы не забудут никогда. В 2007 году на открытии нового стадиона во время шоу вышел Мик Джаггер в костюме супергероя. Если бы он еще и спел песню «Знаешь ли ты», был бы вообще фурор. Ну что, друзья мои, сегодня мы узнали, что через разводной мост у британцев прыгают автобусы, англичане прятали телевышку у всех на виду, семья, чей герб выступает красным щитом, не пускает монархов в свой деловой центр города, заглянули в окна Шерлоку Холмсу, убедились, что внутренняя политика министерств – это не битва бульдогов под ковром, а мышиная возня котов, и узнали, что россиянин руководит обучением кадров для элиты глобалистов. А еще, по оценкам специалистов, в Лондоне говорят более чем на 300 языках, что делает его одним из самых лингвистически разнообразных городов мира. В Лондоне 6 главных международных аэропортов – Хитроу, Гатвик, Стэнсет, Лутон, Лондон-Сити и Саутсенд, что делает его городом с наибольшим количеством аэропортов такого типа в мире. Это еще и самый зеленый город в Европе, несмотря на то, что Лондон – шумный мегаполис, в нем полно парков и зеленых зон, занимающих почти половину площади. Он классифицирует Лондон как город-лес. В нем самые длинные торговые улицы в мире – Оксфорд-стрит длиной в 2 километра. Британская библиотека хранит более 170 миллионов единиц, что делает ее крупнейшей библиотекой в мире, а первый двухэтажный автобус на планете появился в Лондоне. На этом наше путешествие по Лондону завершается. Надеюсь, вам понравилось. Друзья, пожалуйста, напишите свои комментарии, чтобы YouTube показывал его всему миру, и не забудьте поставить лайк, поделиться им и подписаться, чтобы не пропустить ни одно из наших будущих приключений. Спасибо, что составили мне компанию, и увидимся в следующем полете. От винта.